Hello! Это редакция DK Media World. Hello, I'm Dimash. Дорогие друзья, мы очень рады, что нас становится все больше и очень благодарны вам за поддержку. Мы продолжаем путешествие в прошлое на машине времени в 2017 год на китайский конкурс I'm a Singer. Сегодня мы отправимся на третий тур Сингера. Напоминаем, что в Китае в это время еще продолжается праздник весны, то есть китайский Новый год. Синьян Куайла. Happy Chinese New Year. We are family. Если вам нравятся наши истории о музыке, Димаше и других артистах, вы можете нас поддержать также донатами на Патреоне. Ведь машину времени приходится иногда заправлять и чинить. Сегодня мы предлагаем исполнить мечту любого из Диерс – провести с нашим любимым артистом целый день, с утра и до ночи. Итак, мы с вами попали в 21 января 2017 года. Это день съемок третьего тура. Утро Димаша начинается с приятного сюрприза. Ему дарят смартфон с логотипом Сингера. Singer, thank you so much. I'm very happy. Он очень счастлив. Димаш живет в коттеджном поселке недалеко от телецентра Хунан ТВ, в парке рядом с озером. Хотя до Хунан ТВ можно пройти пешком, его, как и всех остальных участников, доставят на машине. А тем временем перед входом в павильон уже раскатывают красную дорожку, по которой пройдут артисты. А вот Димаш. Экспресс-интервью на входе в Хунан ТВ. әбден бәрі болуы мүмкін. Өйткені барлық әншілер центр мен айтайын, әрқайсысын алсам да 7-ші орын алған әншіге деп 1-ші орын берсе де лайықты деп ойлаймын. А вы знали, что по Сингеру водили экскурсии? У нас с вами сегодня есть возможность незаметно присоединиться к фанатам других артистов и посмотреть, что там и как. Может, и Димаша в коридорах встретим? Это холл, в котором собираются все участники. Сейчас он украшен пожеланиями в честь китайского Нового года. Помните, как Димаш чертил свои первые иероглифы? Это были пожелания на будущий год. Иероглиф, обозначающий счастье, он повесил вверх ногами. В этом виде он читается как «счастье, которое сбылось». Мы вам тоже желаем, чтобы все ваши мечты осуществились. Вот так. 新年新气象，各位新年快乐！ В холле обычно проходят жеребьевки. Иногда самым непредсказуемым образом. Например, с помощью пакетов молока. Итак, Димаш будет петь пятым. Он исполнит кавер группы Queen «The Show Must Go On». Пока участники готовятся к репетициям, мы вместе с фанатами проходим в зал для съемок. Чуть позже здесь будет репетировать и Димаш. Но экскурсанты его еще не знают. Первый тур выйдет в эфир только сегодня вечером. Поэтому изображают на сцене группу Lions. А вот и Димаш. Можно постоять на улице 5 минут? Хорошо. У него появилось 5 минут, чтобы изучить новенький смартфон. Пора готовиться к съемкам, ведь в зал уже проходят зрители, те самые, которые и определяют, кто сегодня будет победителем, а кто покинет конкурс. Начинается новый этап с новыми правилами. А мы идем дальше с экскурсией по Сингеру и попадаем в святая святых, в зону контроля телекамер, которые снимают участников в их комнатах. Можно поприветствовать их. Давайте поздороваемся с Димашем. Yang Wei, ni hao. 我是 Dimash. Nice to meet you. Thank you so much. Welcome to Kazakhstan. I love you. Thank you so much. You're great. You're so very, very cool girl. Фокус в том, что в отличие от фанатов, Димаш не видит того, с кем разговаривает, но уверен, что это девушки.
Итак, шоу начинается. Димашу сегодня долго ждать своей очереди, но он внимательно следит за всеми выступлениями и поддерживает участников. А экскурсия тем временем попадает в тот самый белый коридор, по которому конкурсанты проходят к сцене. Он символизирует Млечный Путь. По нему пройдет и Димаш с отцом чуть позже. Но сейчас фанаты встречают и приветствуют здесь других артистов. А вот с Димашем, чья очередь уже подходит, они разминулись. Эх, сказали бы мы, но участники экскурсии пока не знают, что они теряют. Давайте поприветствуем Димаша, который исполнит нам песню «Шоу должно продолжаться». Поприветствуем! Empty spaces, what I will be for. Незабываемое исполнение «Show must go on», рок, драйв и падение на колени, которое заставило переживать публику. Димаш и сегодня смог удивить. Огромное спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я люблю вас. Рад познакомиться, Димаш. Я тоже рад нашему знакомству. В холле после выступления участники непосредственно общаются друг с другом, шутят, дурачатся. И все это в присутствии телекамер. Как вы думаете, легко ли создавать атмосферу непринужденного веселья, если за тобой следят даже не 2, а 22 оператора с камерами? Селфи на память. Все конкурсанты уже сдружились и чувствуют себя одной командой. 3 лучших исполнителя. А между тем, по новым правилам, они тоже сегодня голосуют. И кто-то сегодня по итогам конкурса покинет проект. В безопасности только те, кто попадет в 4 лучших. Он сказал, что рейтинг совсем не важен. 3-м становится Димаш. Я буду продолжать упорно трудиться. А вот последней сегодня оказалась Тиа Рэй, с которой у Димаша сложились очень теплые отношения. Очень тяжело на сердце, да? Когда я приехал в Китай, я думал, что мне будет тяжело общаться с другими людьми. Тиа приехала и тепло поприветствовала меня, и я почувствовал, что она станет хорошим другом. Мы только что говорили о тебе. Возьми еще один. Чокнемся? Давай чокнемся. Мы провели вместе не так много времени, но этого достаточно для дружбы. Ты великолепная певица. Я очень люблю тебя. Расставание немного скрасил праздничный ужин. Правда же? Это мое новое начало. А фанаты на экскурсии наконец добрались до фотозоны. И тут появился Димаш и согласился на общий снимок. Желаем всем, чтобы мечты сбывались. Автографы для поклонников пока еще немногочисленных, но первый эпизод с СОС уже вышел в эфир. И начиная со следующего дня Димаш уже не мог покинуть отель без охраны. Продолжение следует. Оставайтесь на связи, пишите в комментариях ваши впечатления, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, поддержите нас донатами. С вами сегодня была Оксана. Желаем вам исполнения ваших желаний.